Раньше каждый человек, чтобы выжить, должен был охотиться или заниматься собирательством. Однако люди умны и ленивы. Мы создали разнообразные инструменты для облегчения своего труда. Палка, лопата, трактор. От ситуации, когда каждый должен выращивать еду, чтобы прокормиться, мы пришли к современному сельскому хозяйству, где работает очень мало людей, а пищи все равно в изобилии. Речь, конечно, не только о сельском хозяйстве, а вообще обо всем. Последние несколько тысяч лет мы только и делали, что создавали различные инструменты, чтобы облегчить физический труд. Эдакие механические мускулы, гораздо сильнее, надежнее, выносливее человеческих. И это хорошо. Когда вместо людей работают механические мускулы, люди получают возможность специализироваться, а это лучше для всех, несмотря на то, что работать все равно приходится. Именно благодаря этому растет экономика и повышается уровень жизни. Некоторые люди выучились на программистов и инженеров, чьей задачей является создавать механический разум. И точно так же, как механические мускулы сделали менее востребованной физическую работу людей, механический разум делает менее востребованной работу человеческих мозгов. Речь идет о настоящей экономической революции. Пока нам кажется, что мы это уже проходили, в этот раз все иначе. Физический труд. Думая об автоматизации, вы, скорее всего, представляете себе такое. Огромный, созданный на заказ, дорогущий, эффективный, но абсолютно тупой робот, не замечающий ничего вокруг, в том числе и собственной работы. Машины пугающие, но не способны завоевать власть над миром, поскольку они эффективны только в строго определенных ситуациях. Но все это машины старого поколения. А вот это совершенно новое. Знакомьтесь, это Бакстер. В отличие от всех этих штук, которым требуются обученные операторы техники миллиона долларов, Бакстер наделен зрением и способен понять, что вы от него хотите, наблюдая за вашими действиями. А стоит он при этом меньше среднегодовой зарплаты рабочего. В отличие от своих старших братьев, его не запрограммировали заранее для определенной работы. Он может выполнять любую работу, до которой дотянутся его руки. Бакстер что-то типа робота широкого профиля. А широкий профиль — это большое дело. Вспомните о компьютерах. Они тоже начинали как супердорогие машины супер узкой специализации. А потом появились дешевые компьютеры широкого профиля и быстро стали для всех незаменимыми. Компьютер широкого профиля легко считает сдачу и распределяет места в самолете, играет в игру и вообще делает все, стоит только развернуть нужную программу. Именно большой спрос на разнообразные компьютеры делает их все мощнее и дешевле с каждым годом. Сегодняшний Бакстер все равно, что компьютер в 1980 году. Он не цель, он только начало пути. Даже если Бакстер работает медленно, его работа стоит копейки в час, столько, сколько он расходует электричества, в то время как его конкуренты из плоти и крови требуют минимальную заработную плату. Даже работа в 10 раз менее эффективно, он все равно выгоднее, поскольку стоит в 100 раз меньше. И хоть Бакстер не так умен, как некоторые другие машины, о которых мы поговорим позже, ему хватит ума, чтобы забрать себе множество рабочих мест. Ведь мы уже видели, как роботы еще глупее Бакстера заменяют живые рабочие руки. В больших супермаркетах раньше сидело 30 кассирш, а теперь один человек наблюдает за работой 30 электронных касс. Как насчет сотен тысяч барист по всему миру? Им на смену пришел кофейный автомат. Я допускаю, что ваш любимый парень в кофейне на углу идеально готовит ваш любимый двойной супер-пупер эспрессо, и вы больше никому не доверяете. Но миллионам людей все равно, им просто хочется нормального кофе. Кстати, этот робот на самом деле огромная сеть компьютеров, которая запоминает вас в любой точке земного шара и делает именно тот кофе, который вы любите. Нам кажется, что изменения в технологии — это появление чего-то нового и дорогого, но изменения наступают и тогда, когда дорогие технологии прошлого десятилетия становятся быстрее и дешевле. Именно сейчас это происходит с роботами. Их электронные мозги способны на принятие решений, поэтому они легко побеждают людей в битве за рабочие места. Механические мускулы так не умели. Противники механизации. Представьте себе пару лошадей в начале 20 века, которые говорят о технологиях. Она беспокоится о том, что эти новые механические мускулы сделают лошадей ненужными. Другая лошадь говорит, что до сих пор это только делало их жизнь проще. Работа на ферме, доставка почты, помните это участие в битвах? Это было ужасно. Эти городские работы весьма высокооплачиваемые, и людей в городах столько, что работы хоть отбавляй. Даже если нас там заменят машины, то для лошадей будут новые работы, которые мы даже не можем представить. Но ты, наш слушатель из 21 века, знаешь, что произошло. Рабочие лошади остались, но все не так, как раньше. Популяция лошадей была на пике в 1915 году. С того времени она только падала. В экономике нет правил, которые говорят, что лучшие технологии приводят к лучшей работе для лошадей. Это даже звучит глупо, но если вместо лошадей представить людей, то внезапно кажется, что в этом есть какой-то смысл. Механические мускулы вытеснили лошадей из экономики, и искусственный интеллект сделает то же самое с людьми. Это произойдет не сразу, не повсеместно, но в достаточно большом количестве и довольно скоро. Это будет большой проблемой, если мы не будем готовы. А мы не готовы. Вы сейчас, как вторая лошадь, можете смотреть на состояние технологий и думать, что они не могут забрать вашу работу. Но технологии становятся дешевле, лучше и быстрее со скоростью, которую не догнать биологии. Машина, которая была началом конца для лошадей, демонстрирует нам, как это произойдет. Автомобили.
Беспилотные машины — это не будущее. Они уже тут, и они работают. Беспилотные машины проехали сотни тысяч миль по побережью Калифорнии и даже через города, без участия человека. Вопрос не в том, заменят ли они машины, а лишь в том, насколько быстро. Им не нужно быть идеальными, им просто нужно быть лучше нас. Водитель, кстати, убивает 40 тысяч людей в год, ведя машину. И это только в США. Учитывая, что беспилотные машины не моргают, не пишут сообщения, не сонны и не тупы, им будет нетрудно стать лучше нас. Потому что они уже этого не делают. Называя беспилотные автомобили автомобилями, это все равно, что называть первую машину лошадью. Машина в любом отношении намного больше лошадей и может делать больше, чем кажется. Давайте назовем беспилотные машины тем, чем они являются на самом деле. Давайте называть их приспособление, которое решает проблему транспортировки объекта из точки А в точку Б. Обычные машины такого размера, чтобы они могли перевозить людей. Но маленькие машины могут работать на складах, а огромные в шахтах. Перемещение вещей может заменить очень многие работы. Только лишь в транспортной индустрии в США вовлечено около 3 миллионов рабочих. В масштабах Земли это минимум около 70 миллионов рабочих мест. Этим работам пришел конец. Частый аргумент — этого не позволят профсоюзы. Но история полна рабочими, которые боролись с надвигающимися технологиями, и они всегда проигрывали. Экономика всегда побеждала, и по всем индустриям есть весомые стимулы относительно внедрения машин. Во многих транспортных компаниях люди составляют около трети от всех расходов. Это просто зарплаты. Дальнобойщики, спящие в фурах, это время и деньги. ДТП стоит денег, неаккуратность стоит денег. Если вы думаете, что страховые компании будут против, то угадайте что. Их идеальный водитель тот, кто платит взносы, но никогда не попадает в ДТП. Автомобили идут, и они лишь первый случай, где большинство людей заметит роботизацию общества. Но есть множество других мест в экономике, где происходит то же самое, просто менее заметно. То, что происходит с автомобилями, происходит везде. Как это будет? Глядя на автомобили Baxter, легко подумать, что технологии всегда избавлялись от работы, для которой не нужна высокая квалификация, которую мы не хотим делать. Но роботы получают лучшие навыки и будут выполнять работу сложнее, как они всегда и делали. Даже игнорируя проблему высшего образования для еще сотни миллионов людей, нельзя сказать, что работа белых воротничков в безопасности. Если ваша работа заключается в том, чтобы сидеть напротив экрана, печатать и кликать мышкой, боты идут за вами, ребята. Программные боты нематериальные, намного дешевле и быстрее физических роботов. Учитывая то, что белые воротнички обходятся компаниям намного дороже и их нужно намного больше, то автоматизация их работы выглядит даже привлекательнее, чем работы, не требующие высокой квалификации. И вот для чего нужны инженеры по автоматизации. Это высококвалифицированные программисты, чья работа заключается в том, чтобы заменить вашу работу ботом. Вы можете думать, что даже самый умный в мире инженер по автоматизации никогда не сможет сделать бота, который выполнил бы вашу работу. И возможно вы правы. Но высший уровень программирования